А, желтая, вы хотите сказать? Серьезно, желтая? Я бы желтые кеды одел. Здравствуйте. Я прям вышел на крыльцо, и его... Здравствуйте. Да. Здравствуйте, да. Серьезно, она желтая. Максимально то, что надо, мне кажется. Не, мы думали, как обычно, BMW, там цвет тухлой корешки, белая. Больше нет таких цветов. В крайнем случае, там перламутр, а здесь карбон. Теперь оранжевый, желтый, зеленый, ярко-синий. Теперь вот такой BMW. Я бы знал, я бы одел какие-нибудь... У меня есть какие-то клетчатые шорты с клетчатой рубашкой. И на белые носки с шлепками. Вот это я бы одел. Ну, только так и можно в эту машину. Да, дерзко. Я посмотрел документы, там до 18 июня доверенность. Ну, соответственно, неделька. У нее с каждым новым днем меньше шансов выжить. Да. А сколько она стоит? Ну, примерно плюс-минус задний привод 8800, 8500, вот плюс-минус. А полный привод какая-то, по-моему? Полный привод плюс 300 тысяч. К обычной. Ну, то есть девяточка. Ну, типа 7600 старт, и там как насобираешь. Но если берешь пакетом техник, это сразу там примерно плюс миллион. Ты получаешь, да, как бы и карбон, и режим трек, ну, вот эти вот как бы моменты. Сейчас за ключик расскажу. Спасибо. Она желтая, реально. А вы ожидали это, нет? Нет, я думал, знаешь, в крайнем случае вот этот темно-зеленый цвет, который есть у BMW. Золотистые тормоза. О, погоди, Мишка Спорт Кап, блин. Нам нужна сразу другая резина, хотя бы на один день съемок. Мишка Спорт Кап. Это будет очень больно. Ну, для Мишки, конечно же. Она еще Спорт Кап 2, амалогированная. У нас все плохо. Ой, а салон, вы видели? А он еще круче, чем внешка. Она салатово-зеленая, дикая, на голубом салоне, на ковшах. Господи, нужно было белые носки со шлепками одевать. Я вообще неподготовленный пришел к машине. Они зафигачили поперечину через гребаный мотор. Да. S58. Лучший, неповторимый. Так, с мотором разобрались. Поехали. Первый прикол. Выхлопа особенно нет. Он спокойный, можно сказать, детский, мотор рядный, шестикотловый. Даже если мы нажмем М1 и он забубнит, то никаких прострелов, никакой жести нет. Все здесь немного необычно, но при этом прикольно. И она кажется очень низкой. А мы сразу в М, что ли, поехали? Да, мы сразу в М1. Господи, нет, давайте попробуем адаптироваться к ситуации. И задний привод. Значит, уже сегодня вечером надо искать резину. Наша задача как? Понять, можно ли с М4 жить в обычной жизни. Потому что сегодняшний спорткар — это уже не то, что было раньше. Это не хардкор. Это уже не значит, что вы сели и всегда должны просто уничтожать вокруг себя все движущееся. Спорткар в современном мире — это машина, на которой вы ездите каждый день спокойно. Может быть, даже возите ребенка в школу, а потом, когда захотели раздать, раздаете. За это все любят 911, по секрету вам скажу. Естественно, поскольку это компетишн, у нас не так много шумоизоляции, как могло быть. И здесь нет вопросов. И опять же, при этом практически не слышно мотора. Ну, потому что мы в комфорте. Мы переходим в М1. Мотор больше ревет, низов от мотора не появилось. При этом у нас шасси перешло в спорт, рулевое управление еще в комфорте, тормоза в комфорте. Это режим М1. Нас держит стабилизация,
Поэтому не было передачи первой, была только вторая, когда он раздулся. Короче, это неинтересно. Сразу М2. Оптимальная тяга при ограниченной стабилизации движения, функция подруливания, система помощи водителю деактивирована. Замечательно, это то, что я хотел от Эмочки. Да, это мне нравится больше, все верно. Это мне нравится больше. Он не совсем понимает, что делать с моими желаниями. Да? Очень хорошо буксует, прям. Очень хорошо буксует, прям красавчик. Очень интересно, очень интересно. Пошел дым, все, дым идет вперед, люди не понимают, что происходит. Это очень интересно. Теперь все на панике, куда двигаться вообще. Итак, у нас классика. У нас задний привод. Давай ланчинем. Мы включаем М1 и режим трек, да? Попробуем. Нет, пока нет. Нет ланча, просто с места трогаемся. Все равно очень хорошо. Никаких противопоказаний нет. Традиционно ищем лонч в BMW. Сейчас мы ко второму часу обзора в конце найдем лонч. Все будет хорошо. Так, ваши предположения, как БМВшников, как включить лонч? Никита говорит, надо отключить стабилизацию на половинку. Режим M-Dynamic есть, MDM загорелся, стабилизация на половинку отключена. Дальше я зажимаю две педали и стартую, да? Какой-то еще спорт-режим надо. Да, режим спорт поставил. И это, само собой, не лонч. Все, нету вариантов, да, больше? Ну так что, пацаны, есть какие-то идеи по ланчу? Давай позвоним Манагеру и скажем, чтобы он включил. А мы снимаем это на видео. Да, вообще, погоди, давай. Вася уже пишет. Абонент. Временно недоступен. Это правильный шаг, да, когда что-то начинает с М4 происходить. Бро, здорово. Да, привет, не отвлекаю? Слышно? Да, слышно. Буквально сегодня тебя вспоминал, бро. Во, а я тебя прямо сейчас вспомнил. Посмотрел сторис и вспомнил. Слушай, вопрос от эксперта к эксперту. Да, чувак. Как ланчануть на новой М4? Это вообще возможно? На новый М4? Да. Блин, я еще не гонял на ней. Вот. По ощущениям, что это невозможно. Может быть, после ТОшки она разблачивается. Такое бывает на Мерсах, на Бэхах я... Да, на Мерсах точно, ты прав, да, есть такое, что до какого-то там нулевого ТО или до какого-то пробега ланча нет. Никто не знает. Прикинь, вообще никак не ланчануть. Кому звонить? Позвоним Давидычу. Я звоню Давидычу. Давидычу звоню. Вас приветствует автоответчик. Звони Гурану. Да, гость. Гурам, доброго дня. Не отвлекаю тебя? Мне буквально вот минуту. Привет. Слушаю. Слушай, у нас, как всегда, ребус заставить М-подразделение куда-то ехать вообще как-то минимально. Ну, на правах шутки, конечно же. Новая М4 и лонч. Это совместимые явления? Новый М4 лонч, по идее, да. Ты мне скажи, пробег какой? Нулевое ТО пройдено? 1300 километров. Насчет нулевого ТО даже не знаю. Вот ты уже второй, кто говорит, что, наверное, нулевое ТО. Слушай, вот я просто на них еще даже, честно говоря, не ездил, но по логике без нулевого ТО лонч, наверное, недоступен будет. Ну, хорошо, давай попробуем вот сейчас, может быть, у тебя, как опытного человека, есть какой-то примерно порядок действий для включения лонча, чтобы понять, может быть, где-то я в базовых ценностях ошибаюсь. Да, так, сейчас, секундочку. Я еще шпаргалку посмотрю. Как бы это делал ты, да, вот нам пойдем. Потому что здесь 10 человек, и, короче, нет ланча. Так, DSC off, коробка, третий режим механика. Третий режим механика, это чтобы все три горели. Да. 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 Так. И мотор Sport Plus.
Мотор Спорт Плюс. Сейчас я спорт включил. Вот, мотор у нас... мотор был просто в спорте. Нет, это шасси. Двигатель был просто в спорте, ты прав. Так, я все сделал. Ну-ка, давай сейчас секунду попробую. Пацаны, осторожно. Ну-ка. Да! Гурам! Режим Гурама работает. Гениально! Ты, наверное, 12-й человек и первый, кто смог. Блин, все, на видео прямо сейчас пишется, официально подтверждено, есть человек в Российской Федерации, кто назвал свой канал так, чтобы ехала даже М4 в Петербурге. Блин, это очень круто. Гурам, ты красавчик. Приеду, обниму. Да, спасибо огромное. Так, с вновь открывшимися данными мы теперь будем тестить 0100. Для тех, кто говорит, что я делаю все не так и не разбираюсь, напоминаю, что мы делаем это специально, потому что когда ты поездил на всех машинах и все видел, единственное, что у тебя в этой жизни остается, это радость открытия. Радость того, что ты узнаешь что-то новое. Поэтому принципиально перед тем, как сесть в машину, мы ничего про нее не узнавали, не знаем никаких технических характеристик, вообще без понятия даже, какая там коробка и так далее, и все узнаем первый раз. И без этого не было бы этой самой сцены, когда мы звоним Гураму, и он уже все нам рассказывает, и мы прям удивляемся от того, как все у нас здорово. Лонч есть? Отпускаем? Да, он все равно не супер жесткий. И первая передача, так сказать, в демо-режиме у нас присутствует. Потому что явно, если он всю мощность переведет на первую передачу, ему будет не зацепиться. Это есть. Но, тем не менее, это интересно. Он шпилит. Но чувствуется, что, конечно, задний привод — это больше спортивная история, что у вас есть некая тема, как с какими-то совсем спорткарами, когда вам нужно с этой машиной немного бороться. Это даже азартно. И я не знаю, если бы я себе покупал М4, брал бы я все-таки бы задний привод или полный. Потому что, с одной стороны, да, у тебя есть полный, абсолютный комфорт, свобода действия, и ты вообще повелеваешь этим миром. С другой стороны, некий эффект уже совсем супер спорткаров, он также очень интересен. И то ты должен с ней немного бороться. Прям чуть-чуть. Это называется лонч не включился. Не было ни ускорения, ничего. Но было весело, был дым. Это главное. Это весело. И удобно, что коробка все-таки в драйв переключается направо, а не вниз, как обычно. Вы можете очень быстро и очень удобно прыгать между режимами и кайфовать с этого. В этом реально есть определенный стиль. Нам нужно понимать, за сколько эта штука может разогнаться. Нет ланча, не знаю, может перегрелись, может что-то. В общем, один раз он был. Давайте так решим. Сейчас мы подостынем. У нас все хорошо. Есть лонч. Идеальные условия. 4,3. 4,3. Вот это уже ближе. У нас это получилось. Мы продулись, остыли, у нас есть 4,3. На случай, что у вас получится на перекрестке довольно высок, если вы просто ехали, дальше вы увидели какого-то конкурента, вам нужно быстренько все понажимать или просто запрограммировать нужную конфигурацию на М2 ту же, сделать нужный вам режим, чтобы прям с одной кнопки это все включалось, и тогда у вас будет лонч где-то около 4. Гораздо интереснее, что с вами будет, если лонч не включится. Вот это гораздо интереснее. Остаются две огромные полосы просто длиною в жизнь. Вы уничтожаете дорогущую резину Michelin, которой нету у дилера, если вы сотрете этот комплект. Вторую такую же вы сейчас не купите, нужно будет искать по знакомым, потому что она homologированная специальная, именно со звездочкой для BMW. Это будет сложновато, но черт подери, как круто то, что драйв направо делается. Вот так вот ручной режим, так драйв. Просто пушка, просто идеально. Но глобально, по итогу половины первого дня ощущения на самом деле непонятные. Да, это спорткар, да, режим DC лучше, ну, честно говоря, чтобы был в МДМе, потому что если мы сейчас будем наваливать даже по такой дороге,
она будет немного, да, она будет реально сама с собой бороться. Господи, господи. Очень много мощности и очень много вариантов даже на держаковой резине. Конкретно обалдеть. С этим есть проблема. Задний привод на любом стыке, на любой ямочке начинает, соответственно, терять зацеп с дорогой, потому что огромное количество моментов, целых 600, приваливает строго на задние колеса, которым в этот момент становится прям тяжело. Она постоянно елозит задом. То есть это больше такая трушная, прямо спортивная школа. С этой машиной вы, честно, прям боретесь. Это понравится определенным водителям. То есть это прямо нормальная тема. Не могу сказать, что это плохо. Это, можно сказать, настоящая прямо старая классическая школа, когда у вас столько мощности, что вам нужно постоянно держать это в голове. Вы не можете расслабиться и просто шпилить с места. В цифрах 340-я будет быстрее в большинстве случаев, чем М4. Потому что 340-я едет 4.4 плюс легкий стейдж, 4.2, 4.1 на полном приводе будет показывать постоянно. Но количество веселья, естественно, будет на стороне М4. Вы заметили, даже сейчас на камере малейший стык, и она начинает просто в режиме наездника сразу такая, потому что малейшая трещинка на асфальте, малейший стык, и все. Зацеп на задних колесах теряется, вступает в роль трекшн, хотя мы были вроде в DSC-off, но хорошо, не трекшн, но тем не менее начинает немножечко подпрыгивать. Абсолютно нормальная ситуация, если вы к этому готовы. Вот она, постоянно ее немножечко колбасит. Постоянно она немножечко хочет прыгать. Очень много мощности на заднем приводе. Мы хотели сделать это еще на 420-й, но тогда не хватило времени, и погода была не очень, был мороз, я был болен, а теперь я болен, похоже, этим дизайном. Ну-ка. Ты посмотри. Никто не думал, что здесь должен висеть передний номер. Реально никто не думал. Вот как она должна быть. И обрати внимание, вот эти дырки под саморезы, они появились, такое ощущение, знаешь, только уже на дилере. Здесь нет закладных, это не штатные места, это просто пластмасска, это просто обычный саморез, ничего там нету под этим. И это просто присаморезено. Такое ощущение, что, знаешь, она должна где-то в Лос-Анджелесе быть. Ну-ка, погоди. Оу, щит, можно сделать так. И там совпадает, можно вот так сделать, точно, вот так совпадает. Ну-ка, получается та же фигня, да? Нет, вот так уже... Короче, вот так вот можно поставить. Вот так. Нет, так не станет. Вот. Удивительно. Почему все, что круто, или незаконно, или стоит дорого? Ну, потому что в данном случае это незаконно. Нельзя ездить без переднего номера. Но вы посмотрите на это. Вот так она должна выглядеть. Этого номера здесь быть не должно. А почему они так сдизигнили тогда это? Они же, европейцы, они же понимают, в Европе же нужен передний номер. Это где-нибудь там в Лос-Анджелесе можно ездить, да, без переднего номера. В Америке это нормально, только задний. У нас-то нельзя, но это же круто. Очень здорово было бы весь дальнейший видос снять вот так. И именно вот так эта тачка залетит в мой инстаграм. Но придется ставить номер обратно, потому что иначе нас хлопнут ребята. Но в таком виде я даже готов принять эти ставни. И это единственная версия. Вот так с номером это просто отвратительно. Фу.
Короче, рецепт простой. Смотрите, разноцветные машины, блогерская движуха залетела и шины с AliExpress. Прямо те самые настоящие. Кстати, про AliExpress. Он проводит здесь невероятную распродажу, потому что AliExpress решил сделать лето ярким. И уже с 21 по 25 число проводится распродажа со скидками до 70%. Так что это классная возможность заказать товары на лето домой и в целом закупиться нужными. А корзину лучше начать уже собирать прямо сейчас, чтобы успеть получить купоны от AliExpress. Ну и само собой, наши друзья из Letyshops очень любят поддерживать всех горячими розыгрышами и кэшбэками, и в этот раз не исключение. Для тех, кто совершит покупки в период с 21 по 25 число, будет разыграны 5 призов по $1000. А для тех, кто совершит покупки на сумму более $50, будет разыгран главный приз $5000. Вот вам и лови пятюню от Letyshops. Ну и само собой, в период распродажи будет активирован горящий кэшбэк, и в этот раз он будет увеличен до 15%. Так что раньше, если вы, допустим, вернули с покупки 100 рублей, то теперь, внимание, вы вернете 300. Но количество активаций ограничено. Ссылка на Letyshops, естественно, будет в описании под этим видео, так что участвуйте в распродаже с 21 по 25 число и забирайте крутые денежные призы. Ну что, значит, с разгоном до 100 мы все выяснили, его нет, и он нас особо, честно говоря, не интересует. Ловите держаковые движения, раз в 100 лет куда-то ланчануть и доказать, что 340-я все равно лучше, это, знаете, не так интересно. У нас 510 лошадей, задний привод, а значит, зацеп нас абсолютно не интересует. Поэтому назад залетает 2 баллона, они китайские, называются они Fronway Еврос. Нам это ни о чем, как и вам, не говорит. Главное, что стоили они по 6200 за штуку. Следовательно, сегодня мы их без зазрения совести спалим и хорошенько подрифтим. Прямо сейчас. Будь здоров! В чем самая интересная фишка М4? Огромное количество разных настроек по вождению. Смотрите, вы заходите в Car, здесь есть М-меню, в котором вы можете выбрать конфигурацию режима М1, конфигурацию режима М2, то есть все необходимые вам настройки вы можете на эти кнопки сконфигурировать, какие угодно. Дальше есть супер тема в режиме спорт, по-моему, она включается. Анализатор М-дрифт. Он активировался, и здесь вы видите, насколько хорош был ваш дрифт. Есть меню как лучший дрифт, время в дрифта, дрифт-сессию можно целую запустить. Мы прямо сейчас это нажмем. Протяженность дрифта, последние дрифты, дистанция, недостаточная поворачиваемость, возможность прот-дрифта, ладно, процентов выполнения и так далее. И самое главное, M-Traction Control, в котором функция 0 отключает любой трекшн, и вы можете дрифтить как угодно, вас будет разворачивать. И функция до 10 вплоть позволяет вам выставлять некий угол дрифта, насколько машина будет вас контролировать. То есть даже не имея навыков в дрифте, вы рискуете дрифтовать. Сейчас мы это проверим. Сначала мы ставим его, естественно, на 0, DSC выключено, и просто пытаемся дрифтить в режиме таком же, как и я. То есть, когда дрифтить вы не умеете. Вы просто куда-то выехали и пробуете что-то делать. Давай попробуем теперь руками и вторую передачу. И теперь мы выставляем M-Traction Control. Смотри, на пятак. Давай на пятак, посерединке. Что мы получим из этого? Прямо так интересно. Короче, да, режимы реально работают, и в семерочке примерно мне сильно легче, чем в нуле. Даже при том, что я абсолютно ничего не умею. Сейчас попробуем просто в нуле. Вокруг конуса у нас есть поручение от Эрика Давидыча. Он сказал, что если подряд, без остановки, дубасить 10-15 кругов, машина может перегреться. По крайней мере, в его случае так было. Соответственно, наша задача сейчас это взять и проверить.
двигатель. Да, вот что имелось в виду. Да, есть, Владян, все, отлично. Перегрев. Эрик Давидович, мы смогли. Мы смогли, мы это сделали. Это было сложно, но это было возможно. Мучили мы ее реально долго, но тем не менее, да, двигатель перегрет. Температура воздуха для справки 21 градус. Дует ветерок, китайская резина, держака нет. Едем остывать. Стилов звонит. Fuck my man, fuck my man, fuck my man, fuck my man, fuck my man. Ну что, пушка? Ничего не скажешь. Сама едет, по сути, за тебя. Да. Рулем там что-то поправляешь. Бывает газом и реакции, и на мотор хороший. Очень понятная. Да, супер понятная. И вообще... Даже вот на Drift Expo Цареградцев пришел, прокатился, вышел, говорит, супер понятное управление. Не, космос. Простая и понятная. Просто космос. Гораздо проще, чем с МЧ. Ну, естественно, на ручке уже хотя бы ты уже там, что-то там. Ты отпустил газ, отпустил. Да, все сразу едет. Ну, собственно, да, на то и подготовленный автомобиль. Спасибо огромное. Очень понравилось. Чувствуется, да, насколько сразу разница? Прям вот сел дрифт-лох, и типа здесь покрутил, там покрутил. Причем я мог там сам решать, шире я беру или уже. Я крутился по часовой, ты видел? Это было один раз. Я все время только против часовой могу. У меня по часовой никогда не получается. Здесь покрутился тут, покрутился там, выехал. Но да, это подготовленная машина. Но в конце концов М4, мне кажется, все-таки не для дрифта, это больше кольцевая история. Ну, так, по крайней мере, мне кажется. Значит, что мы хотим сказать? Весьма забавно, что она, в принципе, выпускается в версии с задним приводом. Кто-нибудь из вас может объяснить, зачем выпускается именно версия с задним приводом? Ведь в версии с полным он будет отключаться. Давайте рассмотрим преимущества этой версии помимо цены, да? То есть у человека есть 9, но нету, допустим, 9500, да, или 9300. Сколько добавляет полный привод? 300 тысяч. Вот, то есть у тебя было 9, но не было 9300. И ты решил, ладно, возьму задний привод. Далее, значит, какая, что? Выворот больше? Ты уверен? Да. Есть прям информация? Вроде как да. Что вроде как да, больше выворот, то есть больше под дрифт, да? Меньше вес, больше кольцевых движений, соответственно, то есть 100-200 лучше ускорение, хотя на самом деле ускорения с места, как мы понимаем, там нет и так далее. Но глобально человеку, который не посвящен во все эти тонкости, вот как мне сходу, я пришел и говорит, вообще непонятно, зачем существует версия с задним приводом, потому что подожди чуть-чуть, возьми полный, и у тебя будет разгон 3 и 5, по-моему, да, или сколько там. Короче, как-то очень быстро. Он будет стабильный, она будет управляема, не будет прыгать на каждой, соответственно, щелке. У тебя по-прежнему остается режим дрифта, если ты отключаешь передний привод. И там получается машина, на которой ты уже можешь ездить зимой.
дрифтить зимой, да, делать андерстир, грубо говоря, и прочее, наваливать. То есть возможностей за 300 тысяч рублей гораздо больше. Поэтому эта штука, ну, совсем специфическая, друзья. То есть прямо вы должны быть лютым каким-то кольцевиком, лютым, может быть, дрифтером, хотя, как мы сегодня показали, посади мамкиного дрифтера просто на подготовленный Е92, и ты сможешь в 10 раз больше, чем на этой машине. То есть эта машина хоть и имеет понимание, что такое дрифт, но глобально она все-таки не для дрифта, потому что это гражданский автомобиль, это не корч, и эта машина на автомате, без механического ручника, естественно. Поэтому дрифтить на ней, ну, в любом случае, никак супер нарядно не получится. Поэтому выбор, для кого именно вот такой корч на заднем приводе, он для меня по-прежнему не ясен. И сам вот этот тоненький вот такой момент, когда ты стоишь на М4 за 9 миллионов, и к тебе на перекрестке справа подъехала просто 340-я или 440-я, и ты уже не имеешь никаких гарантий о том, что ты будешь первый. Это очень непонятно, и в большинстве случаев, как я уже и говорил, 440-я будет первая. Только легкий дождь, только какая-нибудь зима, только температура около плюс там 7 хотя бы градусов, плюс 5, и все. 440-я и 340-я будут впереди, а стоят они на 4 миллиона дешевле. Вот в чем вопрос. Дальше еще такая фишка. 9 единиц ты отдаешь, за эти же 9 единиц в сознании русского человека ты можешь купить X7 на очень хорошем жире. Огромный, сумасшедший X7 со всеми возможными опциями за эти же самые деньги, за то, что ты берешь четверку. То есть нужно, опять же, понимать, для кого это машина. Если у твоего папы есть завод, да, ты можешь позволить себе М4. Если завод хотя бы твой, ты уже возьмешь X7. Вот в чем разница. То есть, видимо, это для тех, у кого, ну, деньги просто сыпятся с небес и не имеет никакого значения. Потом после М4 есть М5, которая ей также быстро, но уже комфортная, уже также есть CS, и уже с ней все супер понятно и так далее. То есть, короче, эта тема очень специфическая, и я гарантирую, что все хозяева вообще любых спортивных автомобилей, когда будут на перекрестке подъезжать справа от М4, будут сразу смотреть, полный привод или задний. И если они увидят, что это, как в нашем случае, задний привод, они сразу поймут, что это жертва. Вот здесь сзади стоит жертва, над которой будут просто пытаться надругаться все, кто как-то более-менее быстро едет около 4 секунд. Потому что эта штука в паспорте едет быстрее 4, по факту нет. И это главное, конечно, минус М4. Ну а главный ее плюс в том, что, конечно, у нее своя решетка радиатора, которая выглядит лучше, чем у обычной четверки. И нам кажется, что она красивая, хотя, конечно же, нет, она такая же страшная, как и у четверки, только чуть менее страшная. В остальном же М-ка традиционно плохой не бывает. Это фонтан эмоций, фонтан ощущений. Все на ней поездили, всем она понравилась, но через 3 дня все ее захотели вернуть обратно. Это, наверное, первая BMW, которую мы вернем на день раньше, чем в договоре прописан срок. Вот это главный прикол. То, что можно кататься до 18-го, а 17-го, скорее всего, все дадут, потому что все уже покатались и больше никому не надо. Поэтому я и говорю, что еще раз, М4 это строго для тех, кто понимает. И даже Владян у нас понимает, но все равно сказал, что много жрет. Дорого, страшно и много. То есть, видите, вот очень маленький процент людей, кто захочет именно М4 на заднем приводе. В остальном все традиционные кайфы М-ки, буря эмоций, отличная тачка. Реально, прямо каждому рекомендую попробовать. Спасибо огромное, что смотрели. Удачи и пока. Ждем. Вот такую же с полным приводом снова на тест надо взять. Тогда, мне кажется, это будет... Мы разорвем просто этот город в клочья.